человек начинает слышать, чувствовать, видеть зов. И это то, что радикально отличается от той теоретической духовности, от той, может быть, такой очень красивой, заманчивой, раскрашенной духовности, которая ему была известна до того. Начиная с 10-й ступени, духовность показывается, начинает человеку показываться в практическом варианте. Что он чувствует, что он видит и слышит? Он начинает замечать, что в мире присутствует некая глубина и некое нечто такое необъяснимое и потустороннее. Он чувствует периодически, не всегда, периодически он чувствует присутствие неких сил в этой жизни, светлых сил или не очень светлых сил. Он начинает чувствовать, как будто что-то или кто-то его зовет. Причем он может это так не интерпретировать, что меня куда-то зовут. Может вообще никак не интерпретировать. Но понимает где-то внутри, бессознательно как-то это воспринимает, что он должен куда-то отправиться. Куда-то надо, он должен куда-то пойти. Куда-то пойти, чего-то найти, кого-то встретить, что-то узнать. Он как будто бы собирается в путешествие. И так как это имеет сугубо внутреннюю составляющую, то для него, и особенно для окружающих, это начинает становиться похожим на что-то ненормальное. То есть человек жил, работал, учился, и вдруг куда-то засобирался. Спроси, куда, он не знает. Зачем, тем более. Да, это только начало. Но это как бы мысли. А потом начинается красивее. Он вдруг просыпается в 4-5 утра. Каждый день, каждое утро. Понимает, что не хочет спать. И чувствует, что он хочет встать, куда-то пойти. То ли солнце встречать, то ли человека какого встречать, то ли просто опять-таки чокнулся. Непонятно. Но вот ему нужно встать и пойти. Если человек живет на природе, он реально может пойти погулять, ему приятно. А если в городе с этим как-то сложнее, куда ему пойти? Зачем пойти? Непонятно. Он начинает рано пробуждаться и начинает видеть примерно такие сны. То ли машину у него украли, то ли дом у него исчез, или разрушился, или просто исчез. То ли он в какой-то местности непонятной оказался и должен как-то сориентироваться. То есть тема того, что он должен оставить то, что было, и найти чего-то, непонятно чего и где. Его начинает одолевать зов. И те люди, у которых открытая душа, такое подсознание, у них идут дальше события. Особенно если активна планета Уран в гороскопе, у них начинают проявляться знаки. Ну, например, человек несколько лет ездил на свою работу одним и тем же маршрутом, и ничего особенного не замечал, и вдруг он едет тем же самым маршрутом, которым и всегда едет, и на плакате, на билборде какая-нибудь огромная надпись, там рекламная или, может быть, социальная реклама какая-то. Теперь открывается новый путь. Что такое? Что за ерунда опять? Значит, спать не могу, во сне непонятно, что теперь еще и в повседневности. Да? Или там едет, мне рассказывали, едет какой-то автобус, сейчас уже нет, а раньше такие были карусы двойные, да, здоровые, и на двух частях там надпись такая, типа того, что старое прошло,
новый приходит. Вот так вот на двух частях. Вот этот Икарус, он так медленно разворачивается перед машиной человека, который вот стоит, он ехал по дороге, раз, стоит, и там Икарус, он что-то вздумался ему развернуться. И ждет он, когда Икарус развернется медленно, чтобы он точно эту надпись прочитал. Не пропустил мимо глаз своих. Потом начинается еще более интересная вещь. Человек засыпает, и спросонья слышит, как будто у него звонит телефон. Он точно знает, что телефон на ночь выключает. Смотрит, телефон выключен. Ну ладно, показалось. Опять засыпает, слышит, ему звонят в дверь. То же самое. Никто не может звонить в дверь. То есть начинается тема «давай вставай и иди туда, не знай куда, и найди то, не зная что». Человек внутри чувствует этот зов, снаружи видит знаки, перестает нормально спать, начинает ходить в церковь, если раньше никогда не ходил, начинает вспоминать те книжки, которые читал на 7-й ступени, или может он не читал, а новые начинает читать. Он явно чувствует, что он должен куда-то отправиться. Все сходится именно на том. И на этом этапе, на 10-й ступени, человек начинает получать кванты потока. То есть такие прерывать, что такое квант, это такой импульс, импульсы потока. То есть он живет, ничего, работает, живет, как всегда, и вдруг раз так его чего-то вштырило, и ему надо куда-то идти. Потом хоп, прошло, опять все нормально. Потом возвращается домой, и у него опять квант энергии, раз, и ему нужно там пойти в церковь, или пойти куда-нибудь в поход на природу, или одному где-то погулять. И он чувствует вдохновение особенное, абсолютно смутное. Как правило, ничего не понятно. Как правило, очень редко кто на 10-й ступени чего понимает. Очень редко. У меня был знакомый, у нас вот Шанти знакомый был, очень обеспеченный человек, по-моему, политикой даже занимается, и свои фирмы там у него. Он говорит: Андрей, вот ты психолог, скажи, вы психолог, скажите мне, вот со мной такая штука. И рассказывает вот то, что на 10-й ступени. Причем, говорит, я иногда вот машину просто беру, сажусь в машину, еду, и где-то по кругу вот так вот езжу, потому что я не знаю, куда мне ехать. Но надо, вот чувствую, надо куда-то поехать, вот по кругу покатался, вроде успокоился. Утром, в 4 утра. Вот. А что такое, говорит? Ну, так как он человек такой серьезный, я ему не стану всю эту вот картину объяснять. Я ему говорю, ну, вообще похоже, это как на такое духовное пробуждение. А это что такое? Я говорю, ну, вот у вас там начинаете чувствовать Бога в своей жизни. Да, вот это да. А он-то православный, но он и успокоился, наверное. Потом рассказывает, говорит, все-таки это не дает мне покоя. Выписал таблетки, я себе купил таблетки мне, выписали. Не помогает. Все равно пробуждаюсь. Для сна, да, чтобы спать. Ну, потому что вроде как и высыпаюсь, а в течение дня как будто бы раз и туман на меня находит. Наверное, я просто не высыпаюсь. А это 10-я ступень, вот эти квантовые идут, и у нее легкое измененное состояние сознания. То есть независимо от того, чем вы занимаетесь, духовностью, раньше интересовались или нет, если к вам пришла 10-я ступень, то вы будете переживать примерно такие состояния. И почему нужно очень хорошо знать об этой 10-й ступени? Потому что очень часто человек отказывается от зова. Вследствие того, что, допустим, много лет он вел обычную жизнь, совершенно такую обычную повседневную жизнь, и вдруг вот такие события начинают странные появляться в жизни. Некоторые голоса слышат, некоторые чувствуют присутствие. Вот человек ходит просто по улице, куда-то идет по делам, и все время чувствует, мне говорят, у меня такое ощущение, что все время кто-то вот за спиной там с правой стороны у меня. Ну, кому-то скажешь, что это твой ангел, он с правой стороны, а кому-то не скажешь. Вот. И люди боятся этого и начинают отказываться от зова. Пить сильные психотропные какие-то
препараты для того, чтобы спать лучше, не просыпаться, для того, чтобы вот эти вот какие-то смутные видения, ощущения его не беспокоили. Ну и один из самых плохих вариантов, когда человек с такими вот переживаниями обращается к психиатру. Вот. Там диагноз, во-первых, очень может быть, что поставить диагноз, да, и потом, да, выпишут, а если доктор прописал, тут как бы надо пить, и у человека все это гасится, все это давится. Но я должен сразу сказать, что действительно есть реальные психические отклонения, которые нужно лечить. Они действительно есть. Очень редко, но к нам на консультацию обращаются такие люди. Но, как правило, такие люди, они никогда не признают, что у них что-то с головой не в порядке. Они как раз-таки начинают выдумывать истории, какие-то мистические, полумистические. Но чувствуется, что там уже вот эта вот грань между тем, когда человек контролирует эти состояния, переживания, и когда совсем не контролирует, он туда куда-то глубоко выпадает, то есть там уже идет психическое отклонение. Вот эта грань, она уже им пройдена, и он туда уже ушел. Вот эти вот совсем другие миры, и там уже должны другие специалисты заниматься. Вот тогда я не беру на себя такую ответственность, я говорю, нет, я с этими вопросами я уже не занимаюсь. Там либо психиатр, либо какие-то экстрасенсы специальные, которые работают именно с тем, когда человек глубоко ушел в другие миры, он это не осознает, он в этом не сознается ни себе, ни другим, и он там уже как-то начинает в своих фантазийных, иллюзорных мирах функционировать. Но 10-я ступень – это четко вот эта вот грань между двумя мирами. И 10-я ступень – это гораздо более повседневный мир, чем какой-то внутренний мир, мир каких-то путешествий, мир зова, мир духов и так далее. На 10-й ступени человек довольно твердо стоит на повседневном плане. Повседневный план, там астральный план. Когда у меня шла 10-я ступень, она у меня началась, когда я практиковала вот эти техники визуализации, трансерфинг реальности. Вот у меня тоже переворот случился в сознании. И я помню четко, вот был этот момент, когда я просто утром перед институтом сидела на кухне. Первую пару я что-то решила прогулять, потому что мне не хотелось на нее идти. И я сижу такая, думаю, просто вот посижу так хорошо, утро раннее. Сижу, пью там чай, завтракаю. И вдруг чувствую, меня вот какая-то сила зовет выйти на улицу. А тогда у меня параллельно шла, у меня очень шла сильная 4-я ступень. Замкнутая 4-я же, да? Я никому не открывала, не брала трубки. Мне было вот хорошо в своем мирке, в который я вот верила, в который я создавала себе. И тут меня что-то зовет. Просто вот встань и выйди. Я даже знала, в каком направлении идти мне нужно по улице. Я несколько раз порывалась это сделать, а потом мой разум победил. Он сказал, да что это, куда ты пойдешь, да это все так. И я не пошла. И я четко почувствовала, что прервалось, что что-то раз и оборвалось. Я как бы не воспользовалась вот этим шансом, мне дали шанс, нужно было выйти. И, видимо, что-то я там встретила, то, что мне было очень нужно. Я вот это чувствовала, была такая окрыленная душа, прям радовалась. И я не сделала. Я сделала выбор, что я не пойду. Я останусь там, где сейчас. Пока еще рано там и так далее. И все, и оборвалось. А уже потом, когда хочешь не хочешь, а пойдешь, когда я пришла уже, закончила институт как раз, может, через 2 года, и начался кризис в моей жизни, духовный кризис. Мне не снились, ну, сны о разрушении, наверное, я не помню, но были, конечно, разрушительные такие события, просто смерть, да, ощущение смерти. Вот, это было. И было именно присутствие, вот не когда ты идешь рядом, как вот Андрей говорил, а просто я ложилась спать в своей комнате одна, ложусь, и я чувствую, что вот здесь, рядом с кроватью, кто-то стоит. Ну, настолько осязаемо, что как человек, вот сейчас вот Андрей рядом со мной, я его чувствую, я чувствую, что он стоит, а я боюсь открыть глаза и увидеть кого-то, потому что я не знаю, что со мной тогда будет, если я увижу, кто это стоит. И я так отворачивалась и засыпала. И так было несколько раз. И потом стала очень сильно анахата со стороны спины, прям вот такое пятно горячее, вдруг раз и загорается.
И потом, через некоторое время, через месяца два, как это началось, у меня уже четко было знание, что я должна кого-то найти, кого-то встретить. Кого, я не знала конкретно, но я знала, что я должна идти куда-то, и я увижу эти глаза, и я пойму, что вот это тот человек, который я должна встретить. Как будто вот такой импульс шел. Я звонила своей подруге, говорю: Катя, поехали куда-нибудь. А она такая подвижная, она приезжала ко мне. Куда мы поедем? Я говорю: ну не знаю, поедем вот туда. Поехали. Сидишь в одном месте, смотришь на людей и буквально вот всматриваешься в каждые глаза, которые встречаешь. И видишь: нет, не то, видишь, не то. И с каждым разом вот это разочарование, что вот едешь, тебя кто-то зовет. Да, и еще у меня был такой импульс незадолго до этого, что я куда-то скоро уеду. Вот я скоро куда-то уеду. Причем у меня было ощущение, что я уеду куда-то далеко, за границу. И я начала собирать вещи. Я собрала такую стопку вещей, положила ее в шкафу, даже отдельно специально вешалки пустые вот оставила, ну как бы, чтобы перемены в моей жизни были. И думала, куда я поеду, мне ни чемодана нет, ничего. Ну вот так. И через несколько месяцев, буквально через 2-3, случилась наша встреча с Андреем. Ну тут уже как бы понеслось дальше. Очень много вариантов проявления 10-й ступени. Очень много. Даже я сейчас сижу и думаю, с чего начать рассказ о 10-й ступени, как они проявляются. Ну, во-первых, давайте как-то постараемся классифицировать, систематизировать. Есть добровольный зов, когда вот человек добровольно может куда-то пойти, вот как Шанти, допустим, собрала вещи. Я была научена тем уроком, когда я отказалась. Но это все равно добровольно. Я уже, да. А есть недобровольный зов, когда человека выпихивают откуда-то. Его вот пенделем оттуда. Он не хочет, он держится, вот если условно представить, вот его дом вот за косяки вот так вот держится и руками и ногами орет, а его так бум из дома. А куда? Непонятно. Если бы сказали, вон туда иди, ну никуда не сказали. На 10-й ступени вам не говорят конкретно куда. Какие добровольные могут быть? Начнем с идеальных, романтичных вариантов. То есть человек, в принципе, не стеснен внешними обстоятельствами никакими. Ну, скажем, он бизнесмен, который зарабатывает деньги, или просто человек, у которого богатые родители, или богатый муж, а там жена тоже ничем не занимается, и говорит она: что-то я хочу в путешествие. Да, вот один из идеальных вариантов. Что туда, сидит, листает этот каталог и начинает намечать путешествие. И едет человек, едет или это студенты, часто бывает, или уже довольно взрослый человек. Кстати, период зова особенно ярко бывает выражен в кризис 30 лет. Это начиная от 30 до 35 лет. Ну, это только яркое выражение, а так в любом возрасте может быть зов. Он начинает путешествовать, он едет в одну страну, в другую страну, в третью страну. Чего он ищет там, чего он там хочет, неизвестно, непонятно. Вот видели фильм «Ешь, молись, люби»? Вот это вот тема. Но это такой идеальный, романтичный вариант, когда человек может себе это позволить, и он вот таким вот образом путешествует. Следующий вариант, тоже, в общем-то, весьма хороший, который очень хорошо обозначен в греческих мифах и в русских народных сказках. А как это в греческих мифах бывало, и как в русских народных сказках бывало, особенно в русских народных, они нам ближе. Значит, жил человек, встал и говорит: эх, пойду я счастье искать. Пошел счастье искать. Что такое счастье, спроси, не знаю. А что, ты здесь несчастлив? Да нет, нормально. Но вот тянет, понимаете? Эх, пойду счастье по миру искать, по миру счастье искать. Это тема 10-й ступени. Тоже человек добровольно встал, дома все нормально, но ему не сидится. Надо ему куда-то, надо ему зачем-то. Следующий очень похожий сюжет – это рыцарский сюжет. Когда рыцарь отправлялся искать даму сердца. Это вот типично наша тема РД. Но ты не отправился, я сама к тебе пришла. Хотя
Хотя сказка-то у нас другая. Да. Ну, Или- нет, я не был Емелей далеко. Далеко. Я бы и рад, но как-то не складывалось. Как-то вот притащили меня к нему и сказали, вот она, буди ее. Ну, об этом тогда отдельно мы скажем, кстати, тоже интересно, да. Вариантов, то есть, может быть много. Рыцарь. Рыцарь, он отправлялся на поиски дамы сердца и пошел по свету. Мудрец совершил для нее, что вот я такое вот чувство собственного значения, драконов вызывать там. Да, драконов убивать. Это тоже отдельная очень интересная тема. Почему именно драконов? Почему не зайцев, не волков, не медведей? Вот, именно драконов. Так вот, опять-таки человек ищет, ему же нужна какая-то конкретика, ищет он то, чего пока не знает сам. И на 10-й ступени вот этот зов, он не только туманный, не только неопределенный, он еще и периодически ускользающий. То есть человек ищет, потом, что-то я зря, наверное, вообще. Да. То есть шел поток, бац, его нет. Вот эти вот импульсы, поток, они именно прекращающиеся, они не постоянные. Не постоянные. Когда вот я искала, ездила, да, вот эти глаза. И днем наступило разочарование. Ну не встречаю я этого человека. Ну не те глаза, не те люди, не те разговоры, не те места. Я такая думаю, ладно. И потом мне так в голове, йога. Я хочу на йогу пойти. И мне прям вот еду на работу, йога. Там такая вывеска йога. А туда я не пошла, я знала, что там не та йога. Откуда я это знала, я не знаю. А мне нужна была именно йога, настоящая йога. И чтобы мужчина был инструктор. Я вообще не знаю, почему так. И просто, когда уже меня привели, я успокоилась, и в голове йога. И вот я пришла на йогу, и все. Ну там дальше 11. Состоялась наша встреча. Там дальше 11 ступень пошла. Состоялась наша встреча. То есть на 10 ступени очень много неопределенности и такое как бы непостоянство. И внутреннее непостоянство человека начинает уже колбасить.